Трагический февраль продолжается, и сегодня российский шоу-бизнес поразила новая утрата. Сегодня в 10 утра, буквально несколько минут назад, ушел из жизни российский певец, музыкант, композитор, заслуженный деятель искусств. Российского певца обнаружили лежащим в коридоре в одной из столичных больниц. Стало известно, что российский маэстро оставил предсмертную записку. Полиции удалось выяснить, что музыкант ушел из жизни не по причине болезни, а в результате семейного конфликта. Композитор был очень состоятелен и входил в десятку самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. Однако в 45 лет он стал страдать неизлечимым заболеванием – ранняя стадия болезни Альцгеймера, потеря памяти. Родные и близкие стали требовать, чтобы музыкант заранее написал завещание на все свои богатства. Однако российский музыкант отказался это делать, поссорился с родственниками и все свои денежные капиталы завещал незнакомым людям. Родственники продолжали бороться за завещание и отправили маэстро в психиатрическую клинику. Они попытались доказать, что музыкант невменяем. Полиции стало известно, что вчера вечером у российского певца состоялся серьезный разговор с дочерью и сыном. После этой беседы состояние здоровья музыканта ухудшилось. Точная сумма завещания неизвестна, но по данным прессы, родственники боролись почти за 600 миллионов рублей. Также российский певец был владельцем футбольного клуба и конного ипподрома. Борьба за завещание продолжается, а мы лишь с сожалением констатируем: ушел из жизни близкий друг и коллега Филиппа Киркорова, Вячеслава Добрынина, Александра Буйнова. Один из звезд российской эстрады нулевых и 90-х годов прошлого столетия. Родоначальник электронной музыки. Знаменитый ростовский музыкант и певец Эдуард Сарапионов, выступавший под псевдонимом Папа Сарапа.